Что ж, сегодняшний урок мы посвятим работе с уголками. Вот с теми самыми уголками, которые бесконечно ломаются. То есть, если мы посмотрим с вами вот так вот в торец ногтя, вот они торчат, вот один уголок и другой уголок, уголки у квадрата. Вот в этом ракурсе тоже видно, да, вот они, вот эти два угла все время ломаются. В директ и в личку приходит очень много фотографий, вопросов, а почему, овал держится, квадрат не держится и так далее. То есть, это действительно горячая проблема для всех мастеров. Особенно часто слышно от учеников, да, от тех, кто проходил обучение, что я все сделала, как вы сказали, но у меня почему-то ничего не держится. Так вот, солнышки, если вы будете делать так, как я скажу, у вас будет держаться 100%. Поэтому давайте я сегодня приложу все усилия, чтобы вам максимально доступно разложить вот этот момент, как же сделать углы у квадрата, чтобы они точно не сломались, даже если клиентка ими будет землю рыть. Вот, то есть давайте вот в этом мы будем разбираться. Итак, перед вами типс. Я его намеренно, смотрите, он был покрыт гель-лаком, и я его намеренно, кончик, во-первых, спилила гель-лак, вот так вам покажу, а во-вторых, максимально истончила этот кончик, чтобы он был прям такой, знаете, он у меня сейчас как... такой прям гнется, как тряпочный ноготь натуральный, когда к нам приходят клиенты. То есть, и вот если вы посмотрите в торец, он такой прям тонкий. Вот я его истончила настолько, насколько вот, чтобы он не ломался. Даже здесь он уже начал у меня колоться кончики, но вот истончила максимально. Итак, у нас с вами сейчас по образцу натуральный ноготь, очень тонкий на кончике. То есть, и вот из него мы и будем делать красивый квадрат в технологии, в которой мы работаем. Вот. Для того, чтобы вы понимали, я буду сопровождать этот урок рисунком, то есть и вот сейчас мы с вами рассматриваем вот эту зону ногтя. Вот так мы заглядываем ногтю в торец, да? Вот здесь у нас с вами условно находится палец с центральной осью. То есть и мы смотрим с вами ноготь вот в эту торцевую линию. И в данном случае мы видим с вами, вот они два уголочка, да, с которыми, собственно, нам и надо поработать. И какую-то толщину натурального ногтя. Итак, первое, что нужно сделать с этим ногтем, провести с ним, как обычно, да, на коррекции черновой опил формы, то есть слегка подровнять длину-ширину. Вот, снять блеск со всей ногтевой пластины, обязательно нанести дегидратор, нанести праймер и нанести втирающий базовый слой. То есть вот после этого мы можем начинать процедуру армирования ногтя. Что же это такое? Итак, смотрим. Передо мной типс, гель-желе. Я специально взяла темный оттенок для того, чтобы вам видно было, как я буду армировать. И здесь такой момент. А вот армирование ногтей – это укрепление вот этого отрастающего хиленького свободного края. И для того, чтобы качественно проармировать ногти, иногда достаточно свободный край слегка смазать гелем-желе. То есть, когда у нас с вами крепкие, хорошие ноготочки, да, иногда бывает достаточно вот так вот слегка помазать ноготочек, да, вот почти невидным слоем. Но давайте так, если речь идет все-таки об укреплении квадрата, я уберу гель-желе, чтобы фокус был лучше, об укреплении квадрата, то нам с вами нужно не просто помазать, а нам с вами необходимо прямо разложить гель-желе на кончик ногтя так, чтобы он дал толщину уже вот в этот момент больше, чем толщина свободного края. Смотрите, я сначала разложу гель-желе чуть в стороны от центра и в эту сторону. То есть я прямо накладываю толщину. Сейчас я вам ее покажу. То есть вот прям объем. Здесь вам придется опытным путем немножко поиграть, положить побольше, поменьше, чтобы почувствовать. Я сейчас схематически вам изображу, что я сделала. Смотрите, я положила прям толщину. Вот так торцом поверну, вот она, эта толщина. Сейчас я ее еще нарисую. После того, как толщину разложила, я разворачиваю кисть вот так от себя и самую границу толщины растягиваю слегка. То есть моя толщина на кончике ногтя, она остается, она ведь мне нужна для укрепления и армирования вот этого свободного края. И смотрите, после того, как я ее разложила, я еще раз смотрю сверху и замечаю, что мне нужен четкий квадрат. А у меня вот тут еще не хватает толщины, я ее, если надо, еще добавляю. То есть вот на вот эти углы, которые мы с вами пытаемся, да, укрепить и спасти, нам нужен объем армирующего материала. Это очень важно. То есть вот я его разложила и отправляю сушить.
Вот. И сейчас нарисую, что я сделала. То есть возвращаем нашу картинку. Я положила на ноготь вот в эти места объем. Причем, смотрите, если у меня ноготь хороший по толщине, то вот здесь этот объем, нет в нем необходимости. Можно даже вот так положить, чуть больше на края. Видно? И чуть меньше в центр. Но если у вас в центре ноготь тоже жиденький, весь такой, как тряпочка, то можно раскладывать и равномерно. И чтобы и здесь на углах была толщина, и чтобы она все-таки уходила, ну, вот таким вот образом в центр раскладывалась, да, то есть это уже, опять же, вы смотрите на свое усмотрение. И видно это только в торец, то есть когда вы заглядываете в торец. Рисунок схематический, поэтому ощущение большой толщины. Я дальше расскажу, что с ней делать, собственно. Итак, вот мы с вами получили толщину на свободном крае. И в этот момент очень часто мы с вами берем пилочку и как будто приглаживаем эту толщину. Я достала типс, вытираю с него липкий слой, опять уберу картинку, чтобы у меня фокус. И вот смотрите, как у меня застыл материал. Дело в том, что вот этот армирующий материал, любой, какой вы используете, мы используем гель-желе, он не самовыравнивается. То есть это материал, который раскладывается так, как вы его кистью положите. Вот положила я его толсто на края, смотрите, он так толсто и лежит. И сейчас моя задача его немножко пригладить для того, чтобы было удобно раскладывать пилочкой, пригладить пилочкой для того, чтобы дальше было удобно раскладывать базу. Потому что если я не приглажу, у меня получается, смотрите, от кончика такой очень грубый переход к ногтевому ложу. То есть он прям такой жесткий. Если я попытаюсь сейчас все это подровнять базой, сделать выравнивание классическое, то у меня вот здесь на кончике материал будет непонятно собираться, то есть, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому сейчас я беру пилку и слегка подравниваю поверхность. Итак, пилкой с поверхности были сбиты буквально шероховатости и придала форму торцу. И вот теперь смотрите, когда я поворачиваю ноготь, опять смотрю к нему в торец, я четко вижу толстый свободный край, которого вы все так боитесь. То есть, ну давайте все-таки смотреть как мастера. И видим мы с вами здесь толстый свободный край. В конце видео вы поймете, как его спрятать, чтобы было не видно. И вот глядя в торец, я вижу, что одна сторона у меня получилась вот эта чуть-чуть потолще, вторая сторона получилась чуть-чуть потоньше. Это после того, как я пригладила шишечки. И я могу либо оставить так, и базой, да, подровнять, здесь меньше базы положить, а с той стороны больше базы положить, это уже идет такое мышление мастера, да, то есть, хорошо, у меня тут чуть толще, значит, я там сделаю чуть больше. Но для того, чтобы вам было понятно, я сейчас еще немножко пилкой вот эту сторону истончу, для того, чтобы у меня толщина была одинаковая. То есть, вот так мы подпиливаем желе, армирующий гель. Вот смотрите, я подровняла пилкой верхнюю часть поверхности, то есть там, где у меня гель-желе. И самое главное во всем этом что? То есть, когда вы начинаете равнять, очень часто вот в этих крайних местах вы сносите толщину. В погоне за тонкими изящными ногтями все свое армирование, которое вы только что разложили, вы пилкой и сносите. То есть ваша задача опилить поверхность таким образом, чтобы на ногте осталась равномерная толщина обязательно. Смотрите, как это выглядит на нашей схеме. То есть мы возьмем с вами пилочку, и я закрашу то, что мы будем запиливать. То есть мы вот здесь с вами вот все черненькое запилим, да? Мы вот сюда пилкой пройдемся, если надо, вот сюда наклонимся. То есть и вот это все, это маркер, поэтому вот это вот все, то, что вот здесь мы можем край немножко потоньше сделать. То есть и вот всю вот эту верхнюю зону мы с вами должны спилить. Что получится по итогу? Смотрите, у нас с вами опять пальчик. У нас с вами на пальчике лежит натуральный ноготь. И на этом натуральном ногте абсолютно четко, абсолютно одинаковой толщиной лежит искусственный материал. Вот он. То есть он лежит толщиной обязательно. Если это у вас ноготочек арочный, то есть вот так вот мы возьмем, бывает, да, арочный ноготь, то есть вот здесь он выше, и вот сюда арка ногтя закручивается, вот, то материал лежит толщиной по этой арке, вот сюда.
То есть это очень важно, чтобы материал армирующий лежал прямо толщиной. То есть об этом не забывайте. Помазать недостаточно, это должна быть толщина. Смотрим дальше, что же с ней делать, с этой толщиной, да? Еще раз вам показываю. Вот она в моем варианте исполнения. Смотрите, она лежит толщина. Я специально рисую, потому что на типсе это очень мелко. Трудно показать, но оно есть там однозначно. Вот следующим этапом мне необходимо сделать выравнивание. Здесь все будет зависеть от длины. Если у вас короткий квадрат, то вы будете работать базой. Если длинный квадрат, то гелем. Мой квадрат такой импровизированный, я возьму базу. Вот мне нужно, по сути, вот этот вот кончик. Уберу черненькие мои, вот так из кадра. Смотрите, мне нужно кончик подровнять с ногтевым ложем. Видите, небольшой переход присутствует, и я сделаю это вот выравнивание с помощью базы. Я начала выкладку базой, то есть блик у меня кривит из-за кольцевой лампы. Я хочу вам вот какой нюанс показать. Когда у вас происходит выкладка капли по центру, очень часто, опять же, в погоне за вот этими красивыми уголками, вы переворачиваете и собираете материал вот сюда к центру, чтобы он ни в коем случае не сделал толстыми углы. А я вам предлагаю сделать вот что. Смотрите, у вас материал разложился, и вы его вот так намеренно на уголки, пожалуйста, натяните. То есть, чтобы вот те остренькие уголки, которые у нас с вами получились после геля-желе, стали прямо плотненькими. Знаете, движение такое, я переверну на секунду, чтобы у меня материал собрался. Движение очень похоже на то, как, знаете, вот одеяло расправляешь. Вот оно у тебя в центре кровати, да, гурьбой лежит, а ты берешь угол и как будто этот угол натягиваешь на угол, ну, квадратной поверхности. Вот здесь также, смотрите, я беру материал и прям натягиваю его вот сюда на поверхность. То есть вот здесь я его делаю потолще опять. Вот это вот мое место на углу ногтя. Вот, подровняю и высушу. Итак, базу я разложила. Вот она у меня лежит. Я даже так попыталась симпровизировать какой-то блик. Вот кольцевая лампа его вытаскивает. Еще не сняла блеск. И хочу вам показать. Смотрите, на кончике ногтя у меня получилась еще большая толщина. То есть вот прям веду вас потихоньку по толщине. То есть там должна быть толщина. Вот такая она у меня получилась. Что же я с ней буду делать дальше? Итак, первое, что я сделаю, смотрите внимательно. Я сниму сейчас липкий слой и приглажу вот этот уголок. Вот он прям сильно торчит у меня, вот этот уголочек. Я его могу приглаживать, а могу не приглаживать. То есть, ну вот, и, наверное, и не буду. Давайте будем считать, что мы делаем выравнивание базой, и верхний опил здесь не предусмотрит. Не буду ничего выравнивать. То есть, значит, я сейчас сниму липкий слой и придам форму, уже чистовую форму, свободному краю моего ногтя. И дам вам такой небольшой лайфхак на первое время, и можете им даже воспользоваться. Мы в учебном центре очень часто ученикам его даем. Для этого нужно вот здесь на кончике ногтя поставить 2 черные точечки. Вот раз черная точечка, смотрите, на самом уголке, видно? И вторая черная точечка. Причем эта черная точечка стоит на поверхности, вот сверху. Я ее поставила, вот так вот сейчас верну. Я ее поставила вот в это место. Вот сюда точечку поставила и вот сюда. То есть, если это изогнутый ноготь, то значит сюда и вот сюда. То есть на поверхность. У меня под точечкой, опять убираю, осталась толщина. И теперь я придаю форму свободному краю. Первое движение на квадрате будет четко по торцу. То есть я буду двигаться по торцу и как будто прижму торец к моим вот этим черненьким точечкам. Вот они. Они остались, я их не спилила, смотрите, они на месте. Но если вы опять взглянете в торец, вы увидите очень четко толщину свободного края. Вот она должна быть красивая и толстая. Второе движение, которое я сделаю, смотрите, какое она будет. Я заведу пилочку под свободный край, то есть не сбоку ее прижму. Это важно. Не к точечке, а как будто бы под точечку. И сделаю еще одно движение. С этой стороны я как будто бы свободный край прижала к этой точке. Глядите, где прошло движение. Вот оно. И сделаю то же самое с другой стороны. Вот что я сделаю. Моя точечка осталась на месте, она никуда не делась.
Вот так я придала форму свободному краю. У меня получился абсолютно четкий квадрат. Помните, в этом месте нам часто клиенты говорят: ой, я хочу мягкий квадрат, чтобы уголки не кололись. Ваша задача согласиться, учесть, что клиентка хочет мягкий квадрат, но вот до этих пор квадрат обязан оставаться жестким. То есть углы должны прям колоться и торчать. Для чего? Я сейчас переверну вот так вот ноготь и выполню выпиливание изнутри. То есть я сейчас всю толщину, которую я положила на поверхность, спрячу так, чтобы ее было не видно. То есть и схематически это будет выглядеть вот как. Смотрите. Рисуем еще одну картиночку. У нас с вами снова пальчик. У нас с вами на пальчике лежит натуральный ноготь. У нас на натуральном ногте лежит сначала армирование, а потом база. Да? То есть толщиной армирование, а потом база. То есть и наша с вами задача вот этот натуральный ноготь изнутри. Я повторяю, картинка схематичная, поэтому так толсто. В натуре это происходит все намного тоньше. То есть наша задача изнутри вот здесь слегка подровнять, а вот сюда выпилить до тоненько. Вот это все нужно убрать полностью. То есть вот этот угол, который у вас скалывается, его оттуда просто нужно убрать. И для того, чтобы у вас не сильно развернулся вот таким вот образом ноготь, чтобы он не стал плоский, у нас с вами... Вот он пальчик. И когда мы выполняем армирование, вот даже если взять такой плоский ноготь, мы с вами намеренно для этого и кладем толщину побольше. Смотрите, если у нас вот здесь в центре будет нормальная толщина, то у нас будет куда подниматься, чтобы ноготь не стал плоским, то есть сколько выпилить. А самое интересное, что выпиливать не обязательно весь свободный край, чего так боятся клиенты. Смотрите в разрезе, еще одна картиночка. Если мы с вами вот сбоку посмотрим, вот у нас ноготь, вот здесь у нас палец, и у нас у ногтя есть толщина, да? То есть вот она. То мы с вами выпилим примерно, ну вот, немножко схему не очень нарисовал сейчас, вот так ноготь, и вот тут палец. То мы с вами вот этот вот кончик истончения выполним вот настолько. А вот здесь дальше будет все натуральный ноготь. То есть процедура очень похожа на то, как парикмахер подравнивает кончики волос, когда вы приходите на стрижку. То есть даже девочка, которая отращивает очень длинные волосы, она кончики всегда состригает. Вот то же самое выполняет мастер на процедуре коррекции. Если моя клиентка хочет отращивать ногти, вот какую бы длину туда она не захотела, неважно. На каждой коррекции я вот здесь, на самом-самом краю, ей уберу полностью свободный край, а дальше он останется. И в момент, когда она будет переворачивать ноготь, сейчас картиночку вот так сменю, смотрите, в моменте, когда она будет переворачивать, она даже не заметит, что вот столько я выпилила, вот столько изнутри, вот эту только зону, сейчас я вам это машинкой покажу. А все остальное свободный край, который остался. То есть таким образом мы с вами не нанесем никакого вреда клиенту. Ей не надо ничего объяснять, что вы будете там что-то ей выпиливать. Это можно озвучить так, как будто бы вы хотите ей просто грязь из-под ногтя убрать. То есть и смотрите тогда, что произойдет. Вот я специально здесь нарисовала. Это изнутри. Вот оно. Заглядываем. Вот она наша толщина. Видно? То есть я беру фрезу. Вот, сейчас будет шумно, чуть-чуть. На натуральных ногтях можно использовать как алмазную фрезу с синей насечкой, у нее достаточно грубая поверхность, то есть если мне нужно спилить совсем чуть-чуть, не выполнять никакого поднятия, только выпиливание ногтя сделать, то этой фрезы мне хватит. Либо вот такую керамическую для выпиливания изнутри тоненькую. Это в случае, если нужно выполнять небольшое поднятие свободного края, то есть тоже эта фреза подойдет. Вот, я возьму алмазную для моего типса и смотрите, что буду делать. То есть я перевернула пальчик и из центра начинаю выпиливать, но моя фреза, вот так хочу показать, будет вот так немножко, вот под таким углом находиться к поверхности ногтя.
То есть она не туда заходит, а она как бы свой животик жмет к свободному краю, к той самой толщине, которую мы с вами создавали. То есть и я начинаю движение. Сначала из центра. Смотрите, уходит вот то черненькое, что я только что нарисовала. И постепенно я приближаюсь к моему уголку. И вот здесь в уголке я свободный край ногтя уберу полностью. Но посмотрите, где это происходит. На самом-самом краешке ногтя. То есть вот сюда. И здесь я могу толщину прям вот ее повыравнивать. В эту сторону, двигаясь точно так же. Я мастер ленивый, мне некогда возиться там с какими-то реверсами, форвардами, поэтому я работаю только в одну сторону. И вот здесь поверну фрезу вот таким образом и поработаю этот угол. То есть менять форвард-реверс на машинке я не буду. Вот так я его уберу и еще раз подровняю торец. И посмотрите, что у меня получилось. Ну, так как это все-таки, сейчас уберу типс, немножко пластик закручу. Вот он. Угу. Возвращаюсь. Смотрите, что у меня получилось. То есть это я еще пилкой не касалась. Посмотрите, какой тонюсенький я получила кончик свободного края. Он прям, вот ощущение, что там полная невесомость ногтя. Он как лезвие остренький у меня. То есть для этого, чтобы проверить, я могу вот так еще раз по торцу пилочкой. И как мы с вами до этого делали, вот убрать вот здесь на краях, если какая-то образовалась пыль. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Мои точечки на поверхности остались на месте. То есть я толщину с этих уголков не сняла, она осталась там, где она должна быть. Но мой ноготь вот такой толщины, он абсолютно тоненький. И я могу оставить его так. Не сколится ни один угол. Клиентка будет ходить от коррекции до коррекции, у нее углы настолько крепкие, что этими углами, я не знаю, можно гвозди забивать. То есть они очень сейчас крепкие. Там лежит гель-желе, там лежит база, то есть там все это укреплено. Посмотрите, какая толщина кончика у меня получилась. Либо если ваша клиентка хочет все-таки сделать мягкий квадрат, то на этом этапе нужно взять пальчик, подставить пилочку одновременно под два уголка, обязательно одновременно. И вот под таким небольшим углом, вот она пилка стоит, она не под ногтем, а под небольшим углом. И одновременно под двумя уголками она уберет вот этот мягкий квадрат. И посмотрите, насколько мой мягкий квадрат будет иметь красивую правильную форму. То есть таким образом я вот эти вот опасные два уголка, которые кололись, я их немножко снизу убрала. То есть клиентка уже вот так потрогает, и ей будет ощущение, что он мягенький квадрат. Но точки, посмотрите, остались на месте. Материал с поверхности ногтя я так и не снесла, он там лежит. Но натуральный ноготь вот здесь на самом кончике я убрала весь. Клиентке об этом знать не обязательно. Вы как мастера должны понимать, что я его не убрала туда в глубину, видно? Только кончик, несколько буквально миллиметров. И когда она придет у меня через 3 недели на коррекцию, именно эту часть, укорачивая длину, я и буду подпиливать. То есть, но вот в этом случае вот эти уголки у вас никогда не сколятся. То есть она будет ходить от коррекции до коррекции с красивым, четким квадратом, с тем, который вы сделали ей во время процедуры. Вот. Теперь я надеюсь, что вы действительно все сделаете так, как я сказала, и у вас обязательно получится. Пробуйтесь и делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Получилось, не получилось.